Привет, Арми! Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента с BTS. Сегодня мы поговорим об истории, которая сводит с ума миллионы фанатов, о слухах о торжественном первом броске Тэхёна на стадионе Доджерс и о реакции Чингука, которая заинтриговала Арми. Это был обычный бейсбольный момент или в нем было скрытое послание, понятное только истинным фанатам. Давайте разберемся. Может ли один бросок потрясти весь стадион, вызвать истерику у миллионов фанатов и даже оставить Чингука в шоке? Именно это, как сообщается, и произошло, когда Ким Тэхён, более известный как V из BTS, стоял на горке легендарного стадиона Доджерс в Лос-Анджелесе и сделал церемониальный первый бросок. Это был не просто очередной бейсбольный момент. Это была история в движении. Выступление, которое заставило Арми кричать, плакать, снимать на видео и заполонило социальные сети реакциями, облетевшими весь мир за считанные секунды. Что же именно произошло в тот день? Почему Чингук, обычно спокойный и собранный, выглядел так, будто не мог поверить своим глазам? И почему появление Тэхёна на поле Доджерс стало таким неожиданным поворотным моментом? С первого же шага на поле Тэхён приковал к себе внимание. Камеры были направлены на него, на гигантских экранах высвечивалось его имя, а Арми так громко кричали, что игроки в изумлении повернули головы. Внешний вид Тэхёна, его осанка и уверенная походка излучали ауру мировой суперзвезды, которая точно знала, как украсть шоу. Но за этим спокойствием скрывалось предвкушение беспрецедентного момента. Ви стоял посреди одного из самых легендарных стадионов мира. Готовый бросить мяч, который станет предметом бесконечных онлайн-обсуждений. Но почему этот момент был таким захватывающим? Не только для Арми, но и для самого Чингука. Чингук, сидящий с другими Арми на трибунах, несколько раз попадал в объективы камер. Его взгляд неотрывно следил за Тэхёном, что фанаты не могли игнорировать. Он хлопал, улыбался и временами казался почти нервным. Чингук был горд, восхищен. Или в его реакции было что-то более глубокое, что заставляло фанатов гадать, что происходит за кулисами. Связь между Чингуком и Тэхёном всегда была одной из самых интригующих динамик в BTS. И этот момент на Доджерс только подогрел домыслы. Почему Чингук выглядел таким эмоциональным? Как будто бросок был чем-то большим, чем просто церемониальный жест. Сам бросок стал легендарным в тот момент, когда мяч был выпущен. Мягкий, изящный и довольно точный. Мяч аккуратно приземлился в перчатке кетчера, вызвав ликование, потрясший стадион. Социальные сети тут же взорвались. Но за этим идеальным броском Арми почувствовали что-то еще. Что-то символичное. Был ли этот бросок метафорой? Посланием? Знаком о будущем BTS? По мере того, как вечер продолжался, Арми по всему миру продолжали внимательно изучать каждый кадр трансляции. Почему камера так часто фокусировалась на Чингуке? Знала ли съемочная группа об эмоциональном напряжении, которое испытывали фанаты? Некоторые предполагали, что это не совпадение. Режиссер точно знал, в чем суть истории. Чингук наблюдал, как Тэхён доминирует на поле, и Арми связывали все точки воедино в режиме реального времени. Поклонники в интернете начали задаваться вопросами, выходящими далеко за рамки бейсбола. Почему Тэхён был выбран именно для этого момента? Почему Чингук присутствовал на стадионе, сливаясь с Арми, а не был официальным гостем? Было ли это намеренным решением проявить свою поддержку максимально искренне? И было ли все это выступление тонким, но мощным посланием фанатам, ожидающим знака единства среди неопределенности будущего BTS? Эмоциональный подтекст было сложно игнорировать. Многие Арми признались, что плакали, наблюдая за Тэхёном на поле не из-за самого поля, а из-за его символики. За эти годы BTS раздвинули границы в музыке, моде и культуре. Но видеть Тэхёна на поле было похоже на пересечение еще одной границы. Речь шла не о бейсболе, а о присутствии, представлении и времени. Поклонники считали, что это напоминание о том, что, хотя группа BTS находится на перерыве из-за военной службы, их влияние остается неудержимым. Но реакция Чингука добавляет еще один слой тайны. Почему Чингук, кажется, вот-вот расплачется? Некоторые Арми предполагают, что он полон гордости, наблюдая, как его товарищ, брат, покоряет еще одну мировую арену. Другие считают,
что реакция Чингука намекает на личный разговор между ними и Тэхёном, обещание, воспоминание или даже борьбу, которая делает этот момент более личным, чем могут постичь другие. Увидел ли Чингук в броске Тэхёна не просто мяч, летящий по полю, а символ стойкости, надежды и единства, которые всегда были присущи BTS. Эта теория быстро распространилась. Некоторые фанаты утверждали, что выступление Dodgers было связано с будущими проектами BTS, намеренно организованными HYBE и Big Hit, чтобы поддерживать интерес всего мира к ним до полного воссоединения группы. Другие считали, что это был просто личный триумф Тэхёна, шанс проявить себя самостоятельно, в то время как реакция Чингука продемонстрировала искренность их связи, несмотря на давление индустрии. Но одно было несомненно. Миллионы ЯРМУАЙ почувствовали тот же заряд энергии в тот вечер, словно поле предназначалось именно им. Напоминание о том, что BTS все еще существуют, все еще творят историю и все еще способны вызывать эмоции по всему миру. Момент не закончился с броском. Тэхён поклонился, помахал рукой и покинул стадион. Аплодисменты Чингука были особенно впечатляющими. Камера запечатлела его с поднятыми руками, хлопающим в ладоши, словно всем своим существом выражая поддержку. Неужели Чингук таким образом пытался передать сообщение? Фанаты интерпретировали его выражение лица, язык тела, даже то, как он наклонился вперед, когда Тэхён уходил. Однако после шумихи, онлайн-дебатов и вирусных заголовков стоит сделать вдох и разобраться, что же произошло на самом деле. Хотя история Тэхёна на стадионе Dodgers и Чингука среди миллионов армий создает захватывающий эмоциональный нарратив, реальность гораздо проще. Нет никаких официальных записей, спортивных трансляций или достоверных новостных агентств, подтверждающих этот момент. Хотя история стала вирусной и была полна эмоций, слухи о первом броске были звездочка-звездочка, неправдой звездочка-звездочка. Эта путаница возникает из-за того, как быстро домыслы могут превратиться в общепризнанный факт под воздействием социальных сетей и энтузиазма фандома. Для ЯРМУАЙ, которые всегда с нетерпением ждут следующего выступления BTS, возможность того, что Тэхён сделает церемониальный первый бросок, кажется не только правдоподобной, но и символичной. Однако анализ расписания Dodgers, архивов MLB и официального объявления HYBE показывает, что Тэхён не делал броска. Утверждение о том, что Чингук был замечен на трибунах, также не подкреплено. Распространенные изображения либо отфотошоплены, либо взяты с других мероприятий, а затем ошибочно приписаны этой игре Dodgers. Тот факт, что фанаты и даже случайные зрители верят в эту историю, подчеркивает сильную эмоциональную привязанность к BTS. Когда фанаты жаждут утешения, единства или знака от своих кумиров, они склонны принимать истории, которые подпитывают эти эмоции, даже без проверяемых доказательств. С журналистской точки зрения важно подчеркнуть ответственность как СМИ, так и фанатов за предотвращение распространения дезинформации. Творческие интерпретации и эмоциональные пересказы, безусловно, могут развлечь и развлечь, но выдавать их за факты – это уже фейк-ньюс. В данном случае вирусный рассказ о первом выступлении Тэхёна скрыл правду, введя в заблуждение миллионы читателей по всему миру. Подобная дезинформация может привести к разочарованию, когда правда раскрывается, и подорвать доверие к репортажам в кей-поп-сообществе. Однако важно также понимать, почему подобные истории набирают обороты. Временный перерыв BTS в связи с военной службой оставляет пустоту для ЯРМУАЙ, которые, естественно, ищут признаки активности, сплоченности или особых появлений участников группы. Каждый слух о неожиданном моменте, таком как Тэхён на поле или Чингук, болеющий с трибун, сразу же воспринимается как подарок. Желание верить сильно. Это желание, в сочетании с алгоритмами социальных сетей, гарантирует, что непроверенные истории распространяются быстрее, чем фактическая проверка. И Тэхён, и Чингук продолжают свою деятельность тихо, вдали от крупных публичных мероприятий, подобных этому. Как известно, их военный график делает спонтанные появления на престижных международных площадках крайне маловероятными. Официальные каналы Big Hit и HYBE остаются самыми надежными источниками информации о деятельности BTS. До тех пор, пока это время не подтверждено, к любой истории, какой бы эмоциональной она ни была, следует относиться с осторожностью. Это не значит, что фанатам следует перестать восхищаться влиянием BTS или фантазировать о будущих достижениях.
Это лишь подчеркивает необходимость баланса, смакования эмоциональной силы повествования и четкого разделения фактов и вымысла. Настоящие достижения Тэхёна, будь то в музыке, актерском мастерстве или моде, не требуют выдуманных историй. Искренность, талант и преданность Чингука, BTS и RM неоспоримы без каких-либо постановочных моментов. Наследие группы достаточно сильно, чтобы вдохновлять фанатов даже в более спокойные времена. В заключение, вирусная история о первом броске Тэхёна на стадионе Доджерс и эмоциональной реакции Чингука *** не основана на фактах ***. Это мощная история, рожденная страстью, тоской и воображением, а не реальностью. Пока RM продолжает поддерживать BTS, важно помнить, что правда так же важна, как и эмоции. Настоящая история BTS уже замечательна и полна подлинных достижений, которые продолжают влиять на мировую музыку и культуру. Поклонникам не нужна выдуманная история, чтобы почувствовать гордость или связь. Когда Тэхён или любой другой участник BTS действительно примет участие в таком событии, это будет официально подтверждено. И когда этот день наступит, весь мир станет свидетелем этого. Не через слухи, а через реальность.